Согласно новому исследованию Киевского института социологии, у 78% граждан Украины есть родственники или близкие друзья, которые погибли или получили ранения в результате вторжения России. Причем у большинства из этих 78% не один, а несколько погибших или пострадавших близких людей. Несколько дней назад в Украине погибла достаточно известная писательница и поэтесса Виктория Амелина. Ее убила российская ракета, пущенная по центру Краматорска. Сейчас российская пропаганда волком воет, что Украина – это глубоко враждебное государство, а украинцы почему-то искренне ненавидят Россию. Им остается только спросить голосом Людвига Аристарховича из «Нашей Раши»: «Ой, а кто это сделал?» Собственно, именно этим они сейчас и заняты, причем по самым разным поводам. Внезапно выяснилось, что идет не спецоперация, а настоящая война. Надо ж, как так получилось? Оказывается, у страны нет на этой войне никаких союзников. Но и самое главное открытие последнего времени. Путинская власть утратила монополию на насилие, включая монополию на применение танков и зенитных комплексов. Много лет государство взращивало ЧВК «Вагнер». Много месяцев эту группировку старательно рекламировали государственное телевидение и радио. Видимо, за тем, чтобы потом картинно заламывать руки. Ах, как же так вышло, что за счет российских налогоплательщиков в России появилась неуправляемая частная армия? Даже пропригожинские и подпригожинские СМИ не сделали для глорификации ЧВК «Вагнер» так много, как государственный медиахолдинг ВГТРК. К нему относятся и телеканалы «Россия-1», и «Россия-24», и радиостанция «Вести ФМ», и, конечно же, «Соловьев Лайв». Последняя занималась полировкой блестящего пригожинского образа с особым усердием и натугой. Примечателен пример постоянного ведущего «Соловьев Лайв» Евгения Сатановского. Почему его? Дело в том, что многие другие ведущие канала были подобраны буквально на улице. К примеру, «Соловьев Лайв» приютил Стаса Васильева, когда того заблокировали на Ютубе. Сергей Мардан стал резидентом «Соловьев Лайв», когда его выгнали с радио «Комсомольская правда» за чрезмерную кровожадность. Представляете, что надо было такого наговорить, чтобы тебя уволили с «Комсомольского радио» по такой причине во время войны? Нет, у нас ничего не поменялось. У нас слово «свинорез» не запрещено. Свинорез, свинорез, свинорез. Многие негодяи из команды Соловьева — такие осиротевшие подкидыши. Как-то даже неловко спрашивать с них за то, что после Пригожинского бунта они все стали быстренько переобуваться, адаптируясь к новой реальности. То ли дело Евгений Сатановский, он же Армагеддоныч. Большой человек с собственной медийностью, который обеспечивает для Соловьев Лайв стабильные рейтинги. И на равных с самим Соловьевым тянет на себе весь этот приют для брошенных пропагандистов. Может быть, хотя бы он тверд и непоколебим в своих, пускай людоедских, но все-таки убеждениях. Посмотрим. Вот запись от 24 июня сего года. Больше того, их колонна обеспечивается мощнейшим рэбом в составе колонны средства ПВО. То есть к ним нельзя подступиться к движению колонны, поэтому не могут вертолеты подойти. Все, кто попробовал, уже сбиты и сгорели. Это серьезно. Ну, нормальное кино. Тогда понял. Не предполагал, что ситуация зашла так далеко. Тогда ситуация плохая. Совсем плохая. Тогда, наверное, вопрос встает: а как это так получилось? Отвечаем, как же так получилось. Получилось при вашем непосредственном участии. При участии вашего телеграм-канала. 4 марта 23-го. Рекламная интеграция. Не единственная и наверняка не бесплатная. Там написано: Евгений Пригожин приглашает на работу в ЧВК «Вагнер». Прямо из Бахмута. 9 февраля этот же Армагеддоныч разместил у себя в телеграм-канале промо-ролик ЧВК «Вагнер», который начинается с пролета 2 штурмовиков и заканчивается стрельбой из крупнокалиберного артиллерийского орудия. И вот через 130 дней этот же человек будет на всю страну удивляться. А как это так? Почему у нас частная армия со своей авиацией и тяжелой наземной техникой? Я правильно понимаю, что у ЧВК пока нет авиации? Или я не прав? Ну, не правы. Они ее не задействовали здесь, но это не значит, что в ходе осложнений не пойдут самолеты. Ну, у них есть свои самолеты, у них мощная спутниковая группировка, которая обеспечивает сейчас
разведывательной информации, они идут в колонию ЧВК «Вагнер». Персонально. Конечно, персонально все есть. И танки, и вся бронированная техника, и самолеты, и мощные вертолеты, высокотехнологичные. За Армагеддоновича даже немного боязно. Он накануне мятежа умудрился понаписать постов в Телеграме с одами Евгению Пригожину. И Сергею Суровикину, с которым сейчас вообще непонятно, что происходит. Но Сатановский не один такой. Сейчас переобувается вся команда Соловьева и весь ВГТРК целиком. То, что вы сейчас говорите, для меня большой и очень неприятный сюрприз. Я не предполагал, что там есть авиация, что там есть своя система РЭБ. Я почему-то по тупости своей предполагал, что такого рода вещи могут быть только у государства под полным контролем. Интересный человек. 1,5 года каждый день говорит и пишет про войну, про Украину, про того же Пригожина. Но оказывается, ничего об этом на самом деле не знает. Вот в завершении темы задача от него. На размышление 30 секунд. О ком это он с таким возвышением и пиететом рассказывал ровно за 3 суток до начала мятежа? Купить не получается, обманывать все время не получается, напугать... его пытаются напугать. Что называется, пугали ежа голым эфедроном. Желающие могут перевести, что такое эфедрон, посмотреть в словаре или хотя бы погуглить и улыбнуться. Нет, напугать его точно не получается. На шантаж он мертвый не идет. Это очень хорошее качество. Если вы не догадались, вот подсказка. Этот эфир вышел с пророческим заголовком: «Президент России – лучший переговорщик». Скрипка на фасаде дома, значит, отбита музыкантами, бойцами ЧВК «Вагнер» с передовой, где 2 суток не стихает очередной жестокий бой, привозят раненого. Работают артиллеристы ЧВК «Вагнер». Конкретно этот расчет гаубицей Д-30, калибр 122 мм. Парни из оркестра доказали, что возможно все. Причем я сразу скажу, что сделали они это с небольшими потерями. По крайней мере, по сравнению с тем, какие потери несет противник, это действительно небольшие потери для такого масштаба операции. Слова корреспондента Евгения Поддублова в каком-то смысле не потеряли актуальности и даже заиграли новыми красками. Но это ему просто повезло подобрать удачную формулировку, не уточнив, кто именно противник. Официозу приходится объяснять гражданам, почему кавалер 3 золотых звезд, герой России, ДНР и ЛНР, вдруг оказался не отцом, а сукою. 27 июня в Кремле состоялось очень странное мероприятие. Глава крупнейшей в мире по площади державы собрал своих генералов, чтобы пожаловаться им на бандюгана, который его кинул. «Я, — говорит Путин, — за год передал Пригожину из государственного бюджета почти 200 миллиардов рублей. Еще 80 миллиардов дал ему заработать на госконтрактах. А он, редиска, так меня обманул, так плохо со мной обошелся». Нам тогда казалось, что встреча в Кремле была своего рода спонтанным проявлением искренности в исполнении Путина. Он поспешил возвестить о своей обиде, просто не подумав о том, насколько это жалко смотрится. Но потом-то путинский официоз должен же будет взять себя в руки, расправить плечи и выдать аудитории что-то в стиле сталинской песни «Но сурово брови мы насупим, если враг захочет нас сломать». Но нет. Чтобы в целом понять масштаб амбиций и интересов, достаточно назвать лишь 2 цифры. Основанная Евгением Пригожиным частная военная компания «Вагнер» в рамках заключенных с государством контрактов получила чуть более 858 миллиардов рублей. Это под триллион. По другим контрактам пригожинский холдинг «Конкорд» оказал услуг на сумму 845 миллиардов рублей. Это не значит, что столько и заработали, но все же говорит о масштабах бизнеса и масштабах амбиций. Здесь еще важно понять, что информационные возможности компании Пригожина были внушительными, а пиар был поставлен на широкую ногу. Каждый раз, когда приходится ковыряться в путинской пропаганде, ты невольно начинаешь сравнивать ее с пропагандой советской. Когда по советскому телевидению рассказывали о проблемах Франции, это не звучало как вопль провинциального забулдыги. «Ура, счастье-то какое! У соседа корова сдохла». Они говорили иначе. Весна пришла, ярко светит солнце над Парижем.
Но не радует оно простых парижан. Валентин Зорин, главный советский поставщик новостей о загнивании Америки, хоть и нес черти что, но все-таки апеллировал к лучшим человеческим чувствам. Предлагал сочувствовать бедным американцам. Путин не первый узурпатор в истории человечества, а путинская пропаганда не первая, которая захватила все национальные телеканалы и радиостанции. Но, казалось бы, если под твоим контролем теле- и радиостудии, то теперь ты должен что-то в них говорить, что-то предложить аудитории. Но не просто ж так ты захватил масс-медиа, а, наверное, с какой-то целью, чтобы донести какую-то идею. Но за российской пропагандой не стоит никаких идей. Телеведущие не пытаются производить какую-то там высококачественную ложь. Они просто льют в уши по спущенной методичке. И когда вчерашний герой, которого они возвели на пьедестал, сегодня объявляется врагом, они просто переобуваются. Картинно удивляются, жалуются в прямом эфире. Уровень нынешнего федерального эфира на Медне лишний раз показал Станислав Васильев, когда решил высмеять талантливого кинодокументалиста Александра Штефанова. Ведь Штефанову при нынешней власти всероссийский эфир никто не даст. А он, гад такой, все равно собирает сотни тысяч просмотров в интернете. За это пропагандист новой волны Васильев мочит его как умеет. Это не подворотня за гаражами, это всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания ВГТРК. Смотрите. Вы хотя бы примерно понимаете, что вот этот вот человек может? Вы посмотрите, это Александр Штефанов. Вот это мощь. Вот какой Вагнер вообще? Путин? Спи спокойно. Вот эти вот демократы выйдут на защиту твоего недофашистского режима, Путин. Вот я не знаю, теперь вам все понятно, почему ЧВК «Вагнер» повернули. Лукашенко ни при чем. Пригожин просто увидел вот эту машину для убийства, я не побоюсь, этого терминатора гетеросексуальности, человека, который покушается на вашу гетеросексуальность. Он такой, а здесь как бы даже ЧВК «Вагнер» не вывезут, вы понимаете? А еще говорят, что в Америке месяц ЛГБТ-прайда. Вот он, Александр Штефанов, больше известный как Штребух, а.к.а. Штрибан, который не фильтрует хрюканину. Видимо, ради этого нужно было устанавливать монополию на всероссийское теле- и радиовещание. Забавно, что даже когда в студии не было оппонентов, даже когда шла игра в одни ворота, даже тогда пропагандист умудрился сесть в лужу. Человек на фотографии, которому пытался предъявить за внешний вид Васильев, это не Штефанов. И даже не похож. При этом пропаганда не существует в какой-то отдельной реальности. Она работает в обе стороны. Как отражает реалии государства, так и прямо влияет на них. Мягко говоря, неприятная страна Советов в своей пропаганде предлагала какую-то идею. Идея была дурной, но ее частичным воплощением стали новые города, гидро- и теплоэлектростанции, жилые дома, школы и больницы. Все то, что сейчас уничтожает страна путинская своими отнюдь не космическими ракетами и дронами с красноречивым названием «Шахид». Путин и его обслуга не предлагают никаких миров, ни русского, ни эскимосского. Они тупо убивают и калечат людей, топчут человеческую мораль и разрушают то, что строили другие люди. В Донецкой области есть город Краматорск. В нем люди свободно говорили по-русски. Выбрали себе в 2020 году русскоязычного мэра города из бывшей партии регионов Януковича. И никто их в этом выборе не ограничивал. До 24 февраля прошлого года краматорчане в глаза не видели никаких нацистов и не подозревали, что им угрожает геноцид. Ракета, прилетевшая в Краматорск и убившая писательницу Викторию Амелину, у которой были родные и близкие и множество преданных читателей, это цивилизационное предложение государства, где СМИ захватили Киселевы с их радиоактивным пеплом и Армагеддоныча. Мелкие сволочи с несоразмерно большими возможностями, которые сначала совершат глобального масштаба зло, а потом тихонько отойдут в сторонку и спросят: «Ой, а кто это сделал?» До завтра.